Здравствуйте, дорогие зрители моего канала Штрих Глюк. Сегодня я хочу показать, как можно обычный моток пряжи превратить в очаровательный брелок-клубнику. Для того, чтобы его связать, нам понадобится тунисский крючок, кольцо, 2 цвета пряжи, лучше акриловой, она легко стирается и держит форму, а также дополнительный инструмент, например, английскую булавку можно использовать или просто палочку от мороженого. Главное, чтобы ширина этого инструмента была 1 сантиметр. Итак, начинаем. Первую петлю можно связать совершенно любым способом. Главное, чтобы получилась первая петля. Я набираю, как будто бы я вяжу первый ряд, набираю на спицу. Мне удобнее на палочку эту набирать, потому что на ней нитки не скользят. Но если у вас есть очень большая английская булавка и вам удобно ее держать, вы можете использовать ее, на ней тоже удобно. Итак, на нашем импровизированном инструменте должно оказаться 11 петель. После этого мы поворачиваем наш инструмент и начинаем набирать петли тунисским крючком, как будто мы вяжем первый ряд базовым тунисским вязанием. Петли не нужно затягивать, иначе будет тяжело набирать и провязывать, потому что инструмент ровный и он сковывает движение. Продолжаем набирать по одной петельке до конца ряда. На крючке должно оказаться 11 петель. Заканчиваем набирать этот ряд, он самый неудобный и самый сложный. Дальше будет проще. На крючке получили мы 11 петелек, проверили себя и начинаем закрывать этот ряд обычным базовым тунисским вязанием по одной петельке. После того, как мы закончим провязывать этот ряд, нужно будет присоединить розовую нить. Ряд провязан, и сейчас будем присоединять розовую нить, чтобы связать саму клубнику. Продеваем сквозь последнюю петельку и провязываем еще раз, просто петелькой, и все. И таким образом тоже можно закрепить нить при смене на другой цвет. Она тоже так не распустится. Дальше, смотрите внимательно, мы начинаем провязывать основным узором. Для этого продеваем крючок сквозь полотно, набираем петлю, накид и еще одну петлю набираем. Это наш раппорт. Далее нужно продолжать будет аналогично, продевая крючок между петлями. Петля, накид, петля. Дальше делаем то же самое. Петля, накид, петля. Двигаемся так до конца ряда.
Итак, дошла я до конца ряда. Набираем в последнюю петельку тоже петля, накид, петля. В результате на крючке должно оказаться 11 петель, из них 1 кромочная. Остальные набраны петля, накид, петля. И приступаем сейчас к тому, чтобы провязать все эти петли. Начинаем закрывать по 3 петельки одной петлей. Закрыли это одной петелькой. Дальше провязываем 1 воздушную петлю. Следующие 3 петли вместе провязали. Опять воздушная петля. Снова повторяем эти действия до конца ряда. Заканчиваем ряд, провязывая 3 петельки вместе и кромочную. Далее вяжем как на видео. С каждым рядом количество петель уменьшается на 1. Кромочная располагается только с правой стороны вязания. Продолжаем вязать самостоятельно. Каждый последующий ряд уменьшаться будет на 1 петлю. Кромочная петля располагается только с правой стороны. Вот такой результат должны мы получить. Осталось провязать еще несколько рядов. Итак, последний ряд, последняя петля нашей клубники связаны. Закрываем вместе с кромочной эту петельку. И дальше будем обвязывать ту сторону, где мы вязали без кромочной петли. Как на образце, сейчас будем вязать цепочку из воздушных петель. Для этого набираем крючком 3 петельки и провязываем как на видео. Еще раз набрали 3 петельки. И провязали. Так мы сформируем красивый краешек нашей клубники. Продолжаем провязывать цепочку и закрывать ее до конца всех рядов, которые мы связали.
Вот какая у нас красота получается. Обрезала край я. Это вот то, что мы видим с изнанки. Потом мы заправим все нитки. Их будет не видно. Сейчас пришло время снять наше приспособление. Аккуратно снимаем, чтобы потом вставить крючок. Провязываем все петли одной петлей. Вот у нас уже верхушечка получилась. Сейчас будем вязать листик. Для листика нужно набрать 9 воздушных петелек. И далее начинаем провязывать. Делаем накид и провязываем петлю в петлю цепочки. Накид и провязали. Дошли до начала нашего листика, и теперь будем закрывать по 2 петельки. Сильно затягивать не нужно. Таким образом мы получим красивый краешек нашего листика. Теперь поворачиваем наш листик и делаем то же самое с другой стороны, чтобы получить вторую половинку листика. Петли для второй половинки листика набраны. И сейчас будем закрывать их по 2 петли аналогичным образом, как мы вязали первую половинку листика. 2 петельки закрыли одной петлей. И так продолжаем двигаться до конца ряда. Листик связан. Вот смотрите, какая красота получилась. И сейчас мы полустолбиками провяжем ось нашего листика. Продеваем сквозь листик крючок, протягиваем нитку и закрываем полустолбик. Провязали полустолбик и следующий полустолбик. И так двигаемся до конца нашего листика.
А сейчас нужно связать воздушную цепочку для колечка. Вот листик, который получился. А теперь мы сейчас свяжем цепочку. Набираем цепочку из 9 петелек. Крепим колечко. И вяжем еще столько же петелек, чтобы получилась петелька большая. Провязали ее, и теперь нужно ее закрепить. Ну вот, наш очаровательный брелок готов. Нитку обрезаем. Теперь нужно закрепить все нитки. Брелок готов. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы увидеть мои новые работы. Желаю всем приятного вязания. До новых встреч!